Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Я в прошлом влоге показывала вот эту раскраску кавайи и начала раскрашивать вот эту иллюстрацию. Потом продолжила и сейчас вернулась к раскрашиванию, потому что другие были дела и так далее. Ну, у меня, знаете, вообще сейчас как-то так... Принцип стал такой, что 3 буквы на все. Так легче жить. Поэтому я вообще не запариваюсь, не заморачиваюсь. Хочу — раскрашиваю, хочу — не раскрашиваю. Вот. Ну, в общем, сейчас я буду делать фон. Я просто сказала, что покажу уже в результатах месяца, а сейчас сижу и думаю, а что не показать здесь дальше? До конца месяца-то мало осталось, да и в принципе вполне можно показать сейчас процесс. Ну, а доделаю уже за кадром окончательный результат. Мне нравится эта иллюстрация, ну просто, понятное дело, если есть что-то еще более интересное, чем заняться, естественно, я сделаю выбор в пользу этого занятия. Так, как бы она не развалилась, конечно, но ладно. Будем надеяться. Ну, развалится, склеим. Не, ну, 3 буквы на все — это хороший девиз на самом деле. Сразу больше получается всего сделать. Точнее, результат лучше. Ну и видео я сейчас снимаю так вот тоже спонтанно, потому что я заметила, что, ну, когда, я как-то рассказывала, что когда готовишься к видео и снимаешь вот реально что-то стоящее, прям вот реально, и так обидно, что это не смотрят. То есть сразу просмотры меньше, такое впечатление, что один другому передает, что там что-то такое хорошее, поэтому ты не смотри, чтобы ей неповадно было. Вот. Не, ну это факт, это так и есть. И потому что жаба душит людей, и смотрит кто-то один засланный обязательно, как я понимаю. Ну, а остальные уже действительно хорошие, ну, как бы зрители. Ну и, в общем-то, так, знаете, думаешь и понимаешь, что, ну, раз больше смотрят вот что-то совсем простое, значит, нужно и снимать простое. Но просто обидно за хороших зрителей, которые смотрят все и которых не душит жаба. Так, что тут с лицом? Ну, лицо надо, да, заблендерить потом. Но это еще глаза надо раскрасить. Поэтому у меня сейчас подход к делу более такой простой. Потому что вот когда, например, я снимала видео ко дню танца, очень стоящее было видео. Когда я снимала ко дню космонавтики, к Хэллоуину снимала. По факту это видео должно было набрать не меньше просмотров, чем любое другое посредственное видео. Но, а то и больше. Но набрало оно меньше просмотров, понимаете? В то время как вот просто видео, которые ты сел, снимаешь без особо какой-то идеи, их смотрят больше. Ну, как говорится, да, типа, да, некоторые личности, не будем пока заниматься поименщиной, дают понять, что а вот фиг тебе. Типа, что это ты тут снимаешь лучше, чем мы? Ну, ничего. С этим чуть позже я разберусь. Так, дойдет до этого дела. Вы знаете, что я вот, если я что думаю, я прям видео говорю. Причем, когда я имена не называю, я просто скандалить не хочу, но это не значит, что я боюсь скандалов.
Не, ни разу. Так, что я сейчас сделаю? А я сейчас возьму вот эти краски. И, наверное, возьму еще вот эти кюветки. Ну, я просто не помню, что где. Поэтому потом, наверное, что-то перламутровое возьму. Так, какой здесь фон? Потому что изначально я думала синий фон, но потом решила, что... Нет, я думаю, что синий фон здесь обязательно будет. Сейчас я подумаю, вернусь к вам. Так, ну что, тогда приступим. Уже открыла все мои красочки. Наверное, я вот так вот их поставлю. Потому что вот эта мне коробочка будет нужнее. Хотя здесь есть еще перламутр. Так, да, вода у меня немножко грязновата со вчерашнего дня. Но сейчас у меня будут точно такие же цвета. Поэтому, тем более, что она не так, чтобы очень грязная. Так, вот этот на всякий случай. Сейчас сюда. Может быть, даже немножко этого будет. Этот обязательно. Эти. Так, что может быть? Ну, может быть, вот этот чуть-чуть. Эти точно. Вот этот. Так, что еще я хотела? Кстати, я не поняла. А вот этот черный, что ли? Ну, по всей вероятности. Иначе получается, что у меня нет черного. Но это странно. Серый вполне вероятно может потребоваться. Вот эти тоже смочу. Так, и мне нужны, ну, какие-нибудь... Вот эти, в принципе, аналогично похожие цвета. Вот, ну и какой-нибудь желтый. Пусть будет вот этот. Так. Ладно, начнем с чего-нибудь. Я вчера шикарно погуляла, конечно, в Ходынском парке. Погода была просто замечательная. Восхитительная. А, мне же еще, знаете что? Мне белый потребуется. Вот белый у меня хорошо сейчас расходуется. Прям очень хорошо. Может быть, даже можно немножко здесь что-нибудь такого нанести воды. Вот эти всякая мелкотня, вот эти зверюшки, я думаю, что... Ой, как бумага, честно говоря, в воду прям... Да, будут сложности. Ну, ладно. В общем, погода была шикарная. Я и погуляла, очень много ходила, хотя на самом деле не так много для меня километров-то я прошла. Потому что бывает, что я и по 30 километров там прохожу. Вчера нет, но гуляла долго. Не, ну правда, я еще, знаете, обычно как? Я обычно и ухожу, когда планирую прогулку, где-то в 8 утра из дома, там провожу занятия, а потом, ну или там, в зависимости, когда мы там решаем заниматься. И потом уже где-то часов в 12 я в парке, и все, и я домой прихожу иной раз в 12 ночи. Такое бывает. А здесь я была в 7 вечера уже дома. Ну, потому что нужно было и видео подписать, в принципе. Я планировала все-таки пораньше спать лечь. В итоге я легла в 10. Вот. Не, в 22:22 я точно пожелала Оксане спокойной ночи и вырубилась. Вот. И проспала ровно 10 часов. Сейчас как раз встала, попила водички, кофейку с вкусняшками и села раскрашивать. Сейчас буду еще снимать рукодельный влог. У меня есть парочка покупок, покажу.
Там у меня есть несколько неотвеченных сообщений ВКонтакте. Я их даже не прочитала. Отвечу позже, потому что вот эти дни я хотела только спать. Просто вот спать, спать и еще раз спать. Так, вообще надо, конечно, вот этими более-менее хоть чуть-чуть руководствоваться, а с другой стороны, я здесь буду еще использовать перламутр, поэтому не думаю, что обязательно. И я совсем забыла про вот эти вот краски. Они тоже кайфовые. Вот это прям мне заходит. Так, это здесь потемнее чуть-чуть. Тоже хорошо. Вообще оттенки шикарные, конечно. Я раньше помню, ну еще когда, к слову, мало кто белые ночи покупал, все акварели украсили, я думала себе тогда взять целый набор там белых ночей или, может быть, даже где-нибудь на Авито взять новенький советский какой-то наборчик, потому что тогда люди продавали. Вот. Ну, знаете, потом что-то я как-то передумала. И сейчас я даже рада, потому что, ну, как бы вот в гамме лицей есть основные цвета, а белые ночи, Виста Артист, это хорошо брать что-нибудь такое интересненькое. Вот. Мне так кажется. Так. Сразу уже где-нибудь надо измазать эту краску. Так, какую я брала-то? Да. Возьму вот эту розовенькую. Или это то же самое? Блин, непонятно. Как-то я отвлеклась, но они, да, пока не высохнут, будут похожи немножко. Нет, все верно. Все верно. Так, потом возьму вот это. Угу. Вот так. Сюда. Вот тут можно еще такого немножко добавить. Вот. С белилами мне, конечно, безумно нравятся краски. Уж очень они красивые. Вот раньше я не любила пастельные вообще оттенки, а сейчас я и в одежде люблю пастельные оттенки, и вот в раскрасках там всякие карандаши, краски, это мне прям заходит. А зато, когда вяжу, нет, ну, мне тоже нравится, но вот сейчас мне как бы просто по необходимости требуются более яркие нитки. И оказалось, некоторые проблемы с этим возникают. Нет, в смысле, если бы мне был нужен акрил, там вообще нет проблем. А с акрилом проблем нет. Там шикарные цвета. Ну ладно. Здесь будет синенький. Ой, какой классный цвет, посмотрите, вообще просто бомба. А вот этот, прям, это индиго, что ли? Вообще кайф. Так. Главное, следующую страничку не угваздать. И будет замечательно. Так. И немножко вот этого. Вот. Будет неплохой переход. Я люблю вот эти цвета сочетать. И майская зелень вообще классно с ней переходы делать. Так. Замечательно. Так, сейчас еще просто водой,
чтобы не было грубых переходов. Вот. Вот так. О. Потом, наверное, пройдусь где-то гелевой ручкой. Ну, посмотрим. Угу. Здесь, я думаю, тоже можно вот так пройтись. Угу. Угу. И снова более темный. Я прям в восторге от этих оттенков. Вот прям моё. Жаль, у меня раскраска про космос, она с двусторонними иллюстрациями, она еще на склейке. Ну, то есть, можно было из нее, конечно, сделать одностороннюю, но это, да, это либо рвать на листочки или сшивать. Я, честно говоря, не люблю такие вещи. Мне не нравятся раскраски на пружинках и не нравятся отдельные листочки. Поэтому я и воздержалась от этого мероприятия. Вот. Так, а здесь у нас что? Здесь в теории тоже должно быть, наверное, что-то такое темненькое на контрасте. Этот цвет я тоже вообще обожаю. Ну вот акварель Старый Мастер мне тоже понравилась. Мне впоследствии так хочется и у других производителей попробовать разные там тоже редкие цвета. Но я рассказывала, когда была там, где в Красном Карандаше, по-моему, я присматривалась. Конкретно вот там, где мне близко, на Новослободской, там этого не было. То есть в Красном Карандаше он такой магазин, у них, да как и Леонардо, в общем-то, у них везде разные товары, иной раз чего-то в принципе. Вот, например, шарпики в Леонардо, я не знаю, как сейчас, но появились они вот и были долгое время на Ходынке в авиапарке, а в других Леонардо я и не видела, например. Ну, где была. Я в основном-то в авиапарке гуляю, поэтому вот. Ну, сейчас будет сохнуть, возьму, наверное, что-нибудь другое пораскрашиваю. Уж я не знаю, буду ли я, как сказать, прям все это делать на камеру, или уже влог там буду к этому моменту завершать, или начну новый. Ну, а это будет вот подсыхать, потом дальше буду доделывать. Время еще, в принципе, все равно есть. Так, вот этой краски я, конечно, напрасно. Надо было чуть-чуть. Это серая пейна от Виста Артиста. И вот краска шикарная, но ее нужно немножко и побольше воды, чтобы она, знаете, вот растекалась. Сейчас придется кисточку постоянно промывать и как-то сглаживать дело, и, наверное, добавлять еще какого-нибудь розовенького. Ну ладно, я здесь по сердечку пройдусь, потом это же все равно чуть бледнее станет, и можно будет все. Так, ну давайте вот это немножечко сюда. Вот так. Не, ну получилось все равно нормально, но у этой краски, у нее именно вся прелесть
когда ее добавляешь самую-самую малость, прям набираешь на кисточку, и она вот должна растекаться, именно вот этот оттенок. Ну, наверное, может быть и другие, но я имею в виду, что у нее очень крутые эффекты именно вот когда краски мало добавляется. Тогда прям эффект вау. Ну что, ой, каким сделать? Наверное, лавандовый взять. Немножечко здесь вот так. Угу. Так, а где еще лавандового? Вот здесь добавлю. Вот здесь. Немножко пораскрашивала еще за кадром. Забыла почему-то про эту краску, которая мне тоже очень нравится. Вот. Она у меня вообще новенькая. Это зеленая, темная. Надо же. Ну надо же. Прикольно. Как замечательно. Этого мы товарища тоже закрасим. Потом я или перламутром его, или гелевой ручкой по контуру. Может быть, все вместе взятое будет. Я это тоже не исключаю. Так. А вот здесь вот, сейчас, минутку, вот здесь вот я как раз-таки серую пейну самую малость использовала. То есть вот буквально вот так, и она все, она растекается и дает очень такой красивый, интересный эффект. Она, конечно, шикарна. Я помню, когда ее купила, я искала на тот момент просто серый, и что-то я ничего не находила, взяла, думаю, по названию. Она была такая темная, я сначала расстроилась. А потом вот, смотрите, какая прелесть. Просто прелесть. И в сочетании вот, например, с этими шикарно. Но даже, как оказалось, и здесь тоже хорошо. Дает интересный эффект. Так, сейчас. Еще немножко кисточку смочу. Ну вот в отличие от моей вот этой кисточки, вот эта из ленты, она единственное, что форму не держит. Ну и обычно я такие кисти не люблю, но эту я прям очень полюбила. И, наверное, вот здесь я сейчас еще пройдусь водой. И тоже добавлю серой пены. Обычно она у меня идет в Средиземье, там, где всякие камушки и тому подобное. Вот. И больше я ее толком-то нигде не использую. А вот надо. Так. И загладить вот эти вот моменты. Так. Ну что, добавим, наверное, тогда и сюда. Угу. Вчера была в Леонардо, но вот там, где канцелярия, я почему-то даже и ничего не смотрела. Я сразу пошла к ниткам, к пряже.
Вот как бывает. Не, ну красок у меня достаточно просто. Карандашей, красок. И этого всего в достатке. Теперь я хочу много-много-много ниток. Причем акриловых у меня более-менее достаточно. Я хочу хлопковых. Прям страсть как хочу. Ну, ладно, потихонечку буду осуществлять. О, тоже необычненько получается. Ну-ка. Сейчас чуть-чуть понаклоняю вот так. Поможем перетечь краске. Еще хорошо, чтобы она вот туда перетекла. А туда она не хочет почему-то перетекать. Помочь, что ли? Прекрасно. И вот здесь мне не совсем нравится. Все-таки переборщила с пейной. Так. Хотела сказать, что так плохо набирается краска у белых ночей. Потом поняла, что ну вот она яркая, а здесь-то розовый написан. Может быть, ну и акварель все-таки. Может быть, просто это такой оттенок должен быть бледный. Это я набираю его по многу, потому что хочу получить, допустим, вот такой. В общем, как-то так выходит. Ладно, это видео буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных и вообще творческих вечеров. До скорой встречи. Всем пока-пока.